3 марта 1974 года авиалайнер McDonnell Douglas DC-10 авиакомпании Turkish Airlines выполнял плановый межконтинентальный рейс 981 по маршруту Стамбул, Париж, Лондон. На борту лайнера находились 346 человек. В 10 часов 2 минуты в парижском аэропорту Орли приземлился для промежуточной остановки авиалайнер DC-10, выполнявший тем утром рейс 981 из Стамбула. На нем летели 167 пассажиров, 50 из которых высадились в Париже. Лайнер был припаркован на гейте Альфа-2 в южной части аэропорта и начал обслуживаться персоналом Turkish Airlines и служащими аэропорта. В баке самолета залили 10 350 литров авиатоплива, а в салоне начали размещаться новые пассажиры. Плановая стоянка должна была составить 1 час. Накануне в Париже на стадионе Парк де Пренс проходил матч по регби в рамках Кубка 5 наций между сборными Франции и Англии. Теперь же в воскресенье большое число пассажиров направлялось в Великобританию. В частности, на борту находились игроки любительской команды из Bury St. Edmunds. Но из-за забастовки сотрудников авиакомпаний British European Airlines и Air France, многие застрявшие в аэропорту Орли пассажиры начали пересаживаться на рейсы других авиакомпаний. Среди них был и турецкий рейс 981, на который сели 216 пассажиров. Из-за их большого числа рейс был вынужден задержаться еще на полчаса. И наконец в 11 часов 11 минут турецкий экипаж связался с диспетчером и доложил о начале предполетной подготовки по запуску двигателей. В 11 часов 24 минуты диспетчер аэропорта дал разрешение рейсу 981 на руление, и самолет начал движение к взлетно-посадочной полосе номер 8. Спустя 4 минуты диспетчер аэропорта связался с рейсом 981 и дал указание занимать позицию на исполнительном старте. И уже в 11 часов 30 минут самолет совершил взлет. В 11 часов 33 минуты экипажу разрешили подъем до высоты 1800 метров. Спустя 1 минуту экипаж доложил о занятии высоты. В связи с этим диспетчер подхода дал им указание переходить на связь с северным диспетчерским центром. В 11 часов 36 минут экипаж связался с диспетчерским центром, и тот дал указание на подъем до высоты 7000 метров. Чтобы избежать пролета над Парижем, DC-10 сперва был направлен на восток, а лишь затем на север. В 11 часов 39 минут на вторичном радаре в диспетчерском центре отметка рейса 981 неожиданно разделилась на 2, из которых одна оставалась на месте по курсу 45 градусов от аэропорта Орли и в 44 километрах в течение 2 минут, после чего исчезла с экранов радара, а другая повернула налево на курс 280 градусов и значительно ускорилась. В 11 часов 40 минут авиадиспетчер услышал невнятную передачу, смешанную с речью на турецком языке, на фоне постоянно звучащих сигналов о падении давления и превышении скорости. В этой передаче диспетчер все же разобрал фразу «фюзеляж взорван». В 11 часов 40 минут данная запутанная передача прервалась, после чего кратковременно восстановилась, и в 11 часов 41 минуту прервалась окончательно. Начиная с 11 часов 41 минуты, диспетчер предпринял несколько безуспешных попыток связаться с рейсом 981. Рейс 981 продолжал набор высоты, когда на высоте около 3500 метров при пролете близ города Сен-Патю на весь самолет прозвучал громкий звук, похожий на взрыв. Он был зафиксирован даже микрофоном в кабине пилотов, после чего 2 ряда кресел в левом ряду с 6 сидящими в них пассажирами вылетел наружу через дыру в фюзеляже, которая появилась на месте задней двери грузового отсека. Обломки от декомпрессионного взрыва повредили левый горизонтальный хвостовой стабилизатор, а также разрушили систему управления хвостового двигателя, который практически сразу остановился. Под углом 20 градусов и с левым креном 9 градусов лайнер понесся к земле. Скорость начала быстро расти, и хотя пилоты активировали реверс на левом и правом двигателях,
Эти двигатели также не работали из-за разрушения топливной системы, поэтому скорость превысила максимально допустимую 666 км в час, после чего стабилизировалась на уровне около 800 км в час. Пилоты пытались вывести самолет из пикирования, но тот их не слушался. Тем не менее, за счет подъемной силы нос самолета начал медленно выходить из отрицательного тангажа. Однако для полного выхода из пикирования авиалайнеру все же не хватило высоты. В 11 часов 41 минуту, спустя 77 секунд после момента декомпрессии, рейс 981 с ориентировочной скоростью 800 км в час под углом 4 градуса и с левым креном 17 градусов врезался в лес Эрменонвиль в 15 километрах от Сен-Патю и в 37 километрах северо-восточнее Парижа. На колоссальной скорости лайнер промчался сквозь деревья и полностью разрушился на такие мелкие обломки, что даже пожара не возникло, лишь незначительное горение. Несколько минут спустя в полицию стала поступать информация от очевидцев, сообщавших о вспышке и поднимающемся над лесом черном дыме. Общая площадь места катастрофы была 700 на 100 метров. Обломки авиалайнера были разбросаны на площади около 63 тысяч квадратных метров. Все 346 человек на борту самолета погибли, включая 6, которых выбросило из салона над Сен-Патю. Из-за сильного разрушения самолета из 346 погибших опознать визуально удалось лишь 40. Остальных идентифицировали на основе имевшихся стоматологических медицинских карт. Через несколько часов после катастрофы из Вашингтона в Париж вылетела группа экспертов американских Федеральной авиационной администрации и Национального совета по безопасности на транспорте. Им не понадобилось много времени, чтобы установить причину катастрофы – открытие в полете задней двери грузового отсека. Напрямую расследованием причин катастрофы рейса 981 занялось французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. В ходе расследования выяснилось, что рейс 981 имел дефектный механизм запирания дверей грузового отсека. В документах технической службы авиакомпании Turkish Airlines было зафиксировано проведение на самолете всех регламентных работ в соответствии с фирменным бюллетенем фирмы Макдональд Дуглас. Однако по нелепой случайности рекомендации конструкторов были истолкованы неверно. Вместо того, чтобы усилить конструкцию замка грузового отсека, инженеры ее ослабили. В результате, чтобы деформировать конструкцию, достаточно было легкого нажатия. Представительство авиакомпании Turkish Airlines в Париже было небольшим, и основную часть работ по обслуживанию самолета на земле выполняла местная компания Seymour. В ее обязанности входила загрузка самолетов багажом и грузом, поэтому ее персонал был знаком со спецификой запирания двери грузового отсека DC-10. Чтобы закрыть дверь, механик нажимал специальную кнопку и через 10 секунд опускал запорную ручку. Если она легко становилась на место, значит дверь заперта правильно. В день катастрофы сотрудник фирмы Seymour скрупулезно следовал инструкциям запирания двери грузового отсека. Она легко закрылась. Проверка правильности положения запорных крюков входила в обязанности бортинженера самолета и наземного инженера авиакомпании. Но в спешке подготовки к вылету ни тот, ни другой не догадались заглянуть в смотровое окошко и проверить, правильно ли заперта дверь. Запорные крюки не находились на месте, а индикаторы на панели бортинженера в кабине пилотов показывали обратное. Окончательный отчет расследования был опубликован 12 мая 1976 года. 7 марта 1974 года Федеральная авиационная администрация выпустила директиву о летной годности, которая касалась конструкции запирающего механизма дверей заднего грузового отсека самолетов DC-10. Новое руководство Федеральной авиационной администрации начало собственное расследование и выяснило, что с октября 1973 года по март 1974 в адрес фирмы Макдональд Дуглас поступило более 1000 рекламаций на трудности с запиранием задней грузовой двери. В июле 1975 года новые формы летной годности вступили в действие. В
В заключительной части отчета о катастрофе рейса 981 говорилось, что запирающийся механизм задней двери грузового отсека имел конструктивные недостатки. Друзья, мы создали новый канал «Планета катастроф», где мы рассказываем интересные истории про техногенные, природные катастрофы, а также катастрофы по вине человека. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории.